Я приветствую вас, дорогие друзья, уважаемые гости и подписчики моего канала. Всем большое спасибо за то, что следите за нашими встречами с Семеном Ураловым. Это прямой эфир. Семен Сергеевич, приветствую вас. Приветствую, Александр. Зрителям отдельный поклон в прямом эфире. Друзья, всем большое спасибо, что принимаете участие. Сегодня уделим время вашим вопросам, это принципиально важно. Ну и, конечно, чтобы не теряться, подписывайтесь на Семена Уралова. Он отмечен как пользователь YouTube, также он есть в Telegram, и, собственно, этот эфир вы можете смотреть у него на Telegram-канале. Диверсифицируем все, что возможно. Вот диверсифицируем, потому что, знаете, вот время такое неспокойное, все глушат. Как обычно, друзья, я с большим удовольствием всех призываю воспользоваться возможностью поучаствовать в эфире, ну и, конечно, задать свой вопрос. Путей несколько. QR-код, который видите на экране прямо сейчас, это возможность и канал поддержать, и прямо на экран вывести вопрос, никого не дожидаясь. Так, все вопросы в самом-самом, что ни на есть, конце. Поэтому милости, как говорится, прошу. Чат трансляции работает. Сообщество YouTube принимаются звонки, так сказать, непосредственно ваши, трезвоньте в сообществе YouTube. И, конечно же, мы очень просим оставлять вопросы в клубе, закрытом клубе зрителей Шелеста. Начнем сегодняшний эфир, и начнем его, пожалуй, с вот такого вопроса, да. Значит, он выглядит следующим образом, этот вопрос нашего эфира. До чего с большей вероятностью дойдет война? До разрушения ГЭС, мостов, до мобилизации в Российской Федерации, до применения ядерного оружия, втягивания еще одной-двух стран. В общем, как-то так. Семен Сергеевич, что думаете по этому поводу? Я думаю, что все пункты верны, но они идут последовательными. Да? То есть, пункты, которые перечислены, это этапы эскалации. Конечно же, ГЭС-мосты – это первый этап эскалации, куда, скорее всего, может дойти. Ну, а дальше уже, так сказать, как карта ляжет. Да, друзья, проголосуйте, мы в конце подведем итог этого голосования. Очень прям интересно, да, что вы думаете по этому поводу. Начать предлагаю наш сегодняшний разговор с пятого года. Ну вот пятилетка фактически устремляется к своему финалу, но это большой войны. Многие сегодня, вчера, сегодня говорят всего же там 3 по 4, то есть 12 лет, и много как бы аллюзий к тому, что 14 год, вот, а некоторые говорят, вообще 200 лет воюют Украина и Россия. Судя по заявлениям вчерашним в Киеве, вообще судя по обстановке, когда, в общем-то, я очень ждал, кстати, когда закончится 24 февраля, потому что, очень много пафоса, очень много потужности излучает Зеленский, излучают не все, правда, но западные лидеры, которые поддерживают Зеленского, да, собирают саммиты, и как бы чем резче выступишь, тем кажется лучше. Но по факту, на утро проснувшись, мы остаемся все в том же месте, на том же этапе. Как вы оцените гостей, вчерашние события, и, собственно, дает нам этот день, да, вот этот превратившийся в праздник потужности, хоть какое-то понимание, какой будет война дальше, да, и куда мы движемся? Давайте назовем события, которые устроили в Киеве, правильным словом. Это хэппининг или празднование. Празднование чего? Празднование режимов, которые установились после 22 года в Европе, которые базируются, именно база их, и социальная, и экономическая, на этой войне. Кто такая была бы условная Кая Каллас, например, да? Никто, скорее всего. И вряд ли бы она достигла этих высот без этой войны. Зеленский, давайте вспомним его состояние как политика накануне СВО. То есть вторая половина 2021 года, вообще весь 2021 год. Рейтинги рушатся, тотальное, крадівництво это называли. Велике крадівництво, по-моему, это называли, да? Там же звездой блистал Тимошенко в то время, да, Кирилл, так его, по-моему, звали. И, в общем-то,
все было уже совсем нехорошо. Уже были первые скандалы. Это же как раз был камин-аут одного из самых адекватных членов его команды. Почему он и первый избежал? Это вот человек, которого в России многие не могут понять, где имя, а где фамилия. Андрей Богдан, да? Помните такого деятеля? Ну, вот это же его откровения были накануне. Еще я напоминаю, тоже накануне, который вскрыл всю эту систему, что она из себя представляет, это были откровения одного из этих гасконцев, да, так называемых днепропетровских. Там же был Корбан, Филатов, и еще был такой Святослав Олейник. Вот. Он тоже как бы очень откровенно все расклады дал по этой команде, назовем их так, младоднепропетровских. Там же были староднепропетровские, и это вот младоднепропетровские. И, конечно же, конкретно для этой... Ну, я в своем, так сказать, языке, я напоминаю, что когнитивная война моя профдеформация, а там очень важен язык и формулировки. Вот. Я для себя это давно уже сформулировал, что это ОПГ 95-й квартал. Вот его нужно правильно называть, вот именно так маркировать. И поэтому все, кто собрались в Киеве, это представители режимов своих политических, которые без этой войны, скорее всего, власть потеряют. Поэтому, конечно же, для них это праздник, для них это важнейшее событие. И как они абсолютно правильно зафиксировали, что раз Украина до сих пор формально существует, значит, шоу must go on. Поэтому, выражаясь, так сказать, словами легендарного британского поп-певца, да, шоу must go on. Поэтому вот что такое то, что происходило в Киеве. Семен Сергеевич, крутится все вокруг, ну, скажем так, выборов, вокруг украинского народа, вокруг того, что вот украинцы хотят, украинцы не хотят, а вы, мол, Запад, определитесь, вы хотите выборы как часть украинской победы, ну, или там окончания войны, или вы хотите, чтобы убрать Зеленского. Праздник читался именно поэтому. Кажется, Зеленский все понял, и, кажется, он получил какие-то гарантии безопасности, поэтому, собственно, так себя вел. Гарантия безопасности, прежде всего, своей политической. Да? Некому его менять, некому его, собственно, подвинуть, и не о чем, по большому счету, говорить в плане там какого-то, ну, только разве что Залужной, но это очень странная как-то выглядит фигура, особенно когда немцы пишут, что единственный человек, которого следует бояться, Зеленского. Зеленский, я так понимаю, укрепился сейчас, но для чего ему дали укрепиться западники? Давайте сначала разберем слой, так сказать, политтехнологический. Ну, у вас же много есть нашего брата-политтехнолога среди экспертов, да, которые разбирают, в чем особенность политтехнологического анализа. То, что анализируешь ходы политических игроков, ну, в реальном времени. Да. Политолог описывает некую там ретроспективу и вообще в целом картину маслом. Да. А политтехнолог должен анализировать то, что находится внутри. Внутри политический ландшафт, он ничем не отличается от политического ландшафта накануне избрания того же Зеленского. То есть, я напоминаю, что тогда все легальные политики, они их у всех антирейтинг значительно превышал рейтинг. Это был и Порошенко, и Тимошенко, и тогда был еще оппозиционный блок. Медведчук же еще тогда был, так сказать, политиком украинским, а не российским деятелем. Вот. И все они, помните, тогда все комбинировали, а что же может быть потенциально во втором туре. И во втором туре начиналась катавасия. То есть, зависело от того, с кем Порошенко выйдет во второй тур. Почему? Потому что политическая модель выборов второго тура, а на Украине, обратим внимание, практически все выборы всегда проходили в 2 тура. Вот. Ну, за исключением Порошенко, где это были уже выборы не на Украине, а на постукраине, потому что не голосовал ни Донбасс, ни Крым. Вот. Но тем не менее. Вот. А второй тур – это всегда соревнование антирейтингов. То есть, это не кого мы больше, так сказать, любим, да, а кого мы больше ненавидим и самоопределяемся от противного.
И в данной ситуации действительно все представители являются представителями партии войны. Ну, вот те, кто легальные, так сказать, деятели. Ни одного представителя партии мира нет. Но вот обратите внимание, кто ставит вообще вопрос ребром о том, что Украина должна ликвидировать первопричины к тому, что привело к этой войне. Да? Никто этот вопрос не ставит. Все отталкиваются только от 24 февраля 2022 года, вид полномасштабного вторгнения. Да? И в этой ситуации, когда идет соревнование антирейтингов, да, действительно, Зеленский может рассчитывать даже в условиях перевыборов на маленькую перемогу. Тем более у него перед глазами есть примеры. Вот самый, я рекомендую всегда Украину сравнивать с Молдовой. Конечно, в этом смысле пост Украины уже деградировала дальше Молдовы, но ситуация аналогичная. Да? То есть государственность строится на отрицании альтернативной государственности, которая образовалась под боком, имеется в виду Приднестровье. Да? И так как Приднестровью предъявить особо нечего, потому что оно просто живет своей жизнью и забыло уже про этот Кишинев. Да? Но Кишинев упорно делает из него террористов, российскую угрозу. И вокруг этого, собственно, и строит свою политику. Вот Киев, он в этом смысле, это тоже моя формула еще до 2014 года, что Украина прошла путь от маленькой России до большой Молдавии. Вот это оно и есть. И поэтому, если мы посмотрим на те... Нет, я с вами буду спорить. Давайте поспорим. Подождите, давайте. Что значит Молдова? У нас пока что... При всех, я понимаю, там, да, похожие ситуации, но пока что не выходит президент и не говорит... Во-первых, там хотя бы избирают эту Санду. Как попало, но избирают. Это хотя бы, да. Во-вторых, она никогда не говорила, у нас никогда не говорил никто у руля на Банковой, что если был бы референдум, он бы присоединился к Румынии, понимаете? А она, как бы, лидер суверенного государства с паспортом, подтвержденным, говорит, я к Румынии, сейчас время такое, так тяжело, надо к Румынии присоединиться. История с румынской евроинтеграцией, там в чем особенность? Действительно, особенность молдавской ситуации, она языковая. То есть в том, что сначала сблизили языки, а потом под этим поводом, да, то есть начали говорить об объединении народов. Но социологически большинство молдаван никогда не поддерживало идею вступления в Румынию. И вот эти румыны-унионисты, так называемые, которым принадлежит Майя Санду, они всегда двигали по такой же схеме, как и украинскую евроинтеграцию. Нам нужно интегрироваться, иначе мы пропадем, потому что огромная угроза с Востока. То есть, конечно же, в каждой стране есть свои национальные отличия. Но схема, она простая. То есть, для того, чтобы уйти на Запад, нужно напугать Востоком. И в этом смысле, несмотря на различия этнокультурные, конечно же, молдаване отличаются от украинцев. Тут как бы двух мнений быть не может. Но за счет вот этих качелей Восток-Запад своих, и за счет того, что можно пугать избирателей несуществующей угрозой, они остаются при власти. И Зеленский... и второе, это чисто политтехнологическое, это вот это голосование, так сказать, диаспоры за рубежом, которое вообще невозможно никак не проконтролировать, не понять, что там происходило. Это дает карт-бланш любому политику. Мы же помним, что Санду проигрывала выборы внутри республики, но вдруг раз, во время пути собачка могла подрасти, и голоса диаспоры, в общем-то, гарантировали ей победу и ее политической силе. Это уже отработанный трюк. Причем он уже отработали еще и на соседней Румынии. Вспомним, как совсем недавно снесли такого перспективного правого политика, этот, как он, Симеон, да, или как его фамилия? Джордж, боюсь сейчас из исковеркать. Из российского ТикТока, нам так говорят. Да. Вот якобы, что Россия вмешивалась, и в очередной раз как бы снесли перспективного политика. Поэтому, пока идет этот конфликт, может любой режим укорениться при власти. Мы видим, что в Киеве, что в Кишиневе. Потому что схема
рабочая. И я думаю, что Зеленский в этом смысле выборов не боится, как выборов. Ему просто важно, чтобы эти выборы были сопряжены с некими гарантиями безопасности ему персональных. Почему? Потому что если происходит пересменка власти, то ему надо куда-то отчалить, десантироваться. Да? Куда? Я в этом смысле согласен с гипотезой и моделью, которую Кость Бондаренко у вас в беседах постоянно продвигает, да? Что его главная целевая аудитория – Запад. Вот, там он ищет аплодисменты, там он явно разместил свои капиталы. Поэтому ему недостаточно просто уйти. Ему нужно уйти, продолжая свою роль, даже потенциально. А его роль, снимать какие-то фильмы, вот, делать какие-то шоу, рассказывать, грубо говоря, это путь Горбачева, рекламировать пиццу, на уровне схемы, да, имеется в виду. То есть страну разрушил, но на Западе ты рекламируешь пиццу, получаешь премии, и тебя за это уважают. Вот как это работает. Поэтому он не то чтобы боится выборов, он просто не хочет прогадать и превратиться в сбитого летчика. Да? Потому что если он открывает возможность выборов без гарантий персонально для себя, и как чаще всего они получаются для узкого круга ограниченных людей, как есть такая шутка, да? Вот. Без этого он может просто их не запускать. Он же суверенен в таких вопросах. Вот он их и не запустит. И что, и какие? Что вы с ним сделаете? Ничего не сделаете. Поэтому это идет его расторговка в рамках большой игры с Западом. Вот и все. Сложилось впечатление на секунду, что немножко несмотря на велеречивость и вот этой, манеры торгов, чего стоит его выпад только вчерашний о том, что Орбан, родненький, давай-ка, так сказать, позвони в Москву, пускай нам монархическое перемирие намутят. Давайте, раз вы так хотите. Там же тоже парадоксальная история. Урсула просила отремонтировать дружбу. Это же несусветное что-то. Британцы с этой дружбы сняли санкции. Это вчера объявили новостью одной строкой. Без подробностей каких-то, без каких-то там, знаете, истерик, без каких-то там закидываний головы. Нет, все очень так тихо и просто. Потому что в Словакию и Венгрию съездил Рубио, и они стали немножко сильнее, да, и их голос немножко сильнее звучит. Кошта сунулся, говорит, мы же договаривались, давай 90 миллиардов разблокируй. Письмо написал. Орбан взял письмо и ответил, говорит, после дружбы поговорим. И понятно сейчас, вот это они работают на Кремле, вот это вот все. Но, смотрите, два же таких маркера. Вот все очень классно было при визите Урсулы вчера, но дату она не назвала и сказала, не назовем, это невозможно. Дату вступления Украины в Европейский Союз. И с дружбой непонятки начались. Но он там уже договорился до того, что это не мы, это россияне обстреливают дружбу, поэтому все претензии к ним. Мы вообще белые пушистые. Хотя ровно сутки назад, или там двое, да, догорает. Они сначала один раз ударили, потом второй раз ударили в Татарстане. И уже там приводят статистику, что, извините, 80% на Венгрию обеспечивает вот этот объект, прокачку. И там чуть ли не 100% на Словакию. Это как раз таки, это же дружба. Понимаете, как говорится, дружба, да табачок врозь. И Европу, кажется, привели в чувство. То ли внутренние распри, то ли американцы, то ли ситуация. Да и британцы, конечно, заявляют красиво и мощно. Но по факту мы видим, что они начинают по делам, если судить, начинают отползать. Вам не показалось? Нет, я не считаю, что они начинают отползать. Это же идет спор хозяйствующих, так сказать, субъектов. Потому что в любом конфликте при текущем политэкономическом укладе, в котором мы все существуем, за исключением Китая, Северной Кореи и, наверное, Вьетнама, надо отделять политические процессы от, скажем так, бизнесовых, корпоративных. Это мы видели, как работает, как концерн Opel, знаете, он принадлежал General Motors все время, пока Гитлер находился у власти. Да? И откуда вообще этот значок
Opel появился вот как у этих украинских электриков, да, ну, значок Opel, мы же помним, как молния, да. Это была Зорро, самая да. популярная, да, это была самая популярная модель Opel Blitz. Это вот эти как раз во всех фильмах про войну грузовики, на которых фашисты перемещаются. Это вот как раз Opel Blitz. Это была настолько популярная модель, что вот этот значок стал лейблом для всей марки Opel, да, как значок коровы у Toyota, да, мало кто помнит, что это корова на самом деле. Вот. И General Motors прекрасно себя чувствовал, американская корпорация, вот, там какие-то были условия, якобы он перешел, но акционеры не особо изменились. Поэтому это старый, так сказать, добрый в кавычках империалистическо-капиталистический мир войны, где правительства могут конфликтовать, а корпорации чувствуют себя прекрасно. Вот. И они, более того, они кормятся с этой войны и имеют прямые взаимоотношения мимо суверенных, так сказать, государств, да, и суверенных политических систем. Об этом, в общем-то, и философы предупреждали еще 100 лет назад, там, политологи начали предупреждать 30-40 лет назад, что это путь к неофеодализму. Ведь что такое был феодализм? Мы же помним, в учебниках еще истории, кто учился, может, по советским, там прям выделено было такое правило, что вассал моего вассала не мой вассал. Да? И на этом была основана вообще власть. Что вот вассал вассала внутри себя дерутся, паны дерутся, у холопов чубы трещат, да, но верховной власти на это, в общем-то, плевать. А потом она снизойдет до того, чтобы их, так сказать, между собой где-то там примирить, заключить peace deal. И в этом смысле мы видим вот вокруг конфликта на Пост-Украине, мы видим, как прекрасно себя чувствуют корпорации. Кстати, давайте вспомним тоже, чтобы не забывать, с 14 по 22 год. Это, кстати, то, что... вы же знаете, я всегда с огромной симпатией отношусь к нашим союзникам, Белоруссию, всегда добрыми словами вспоминаю. И пример надо брать во многом, да, у белорусов. Но это же парадокс. Мы наблюдали, например, я все время просто спорил со своими коллегами. Литва на вас там всякие санкции накладывает, гадит всячески. Европейский там университет, это такой подрывной вуз, который готовил всех будущих протестунов. А вы через Клайпеду продаете эти самые калийные удобрения. И инвестируете еще и в порт Клайпеду. То есть, как это? Это же на голову не налазит. Да? Вот если так подойти. Но такова реальность. То же самое было, например, с продажей донбасского уголька. Это позорные страницы новейшей Так этот политической же позор, истории. подождите, этот позор продолжается, Семен Сергеевич. Вот смотрите, мы сейчас перейдем, это, кстати, сейчас Зеленский сегодня ответил по поводу ядерки, да, по поводу бомбы. Но там же как, упаковал, это же тоже надо рассчитывать, считать, распаковывать. Как Путин это упаковал? Типа вот они понимают, какой будет ответ, поэтому вот это вот все говорят про ядерку. И он это вплел в историю срыва мирных переговоров. О том, что будут подорваны турецкие голубые потоки. И, собственно, да, вот... И как бы Путин об этом говорит ровно с той же мотивацией. Слушайте, ничего себе, подорвут потоки и не будет идти российский газ в Европу. А кому хуже? Вот сейчас уже, на данном этапе войны и противостояния, когда 5-й год пошел, а тут поди разбери. А может, правда, надо было россиянам самим вентиль перекрыть? Та же логика заработка. Тут же не идеология, когда тема идет о газе или подрыве каких-то инфраструктурных объектов. Нет, конечно. Деньги отдельно, стулья отдельно. Сказать, что мне нравится модель империалистических конфликтов, это солгать. Я считаю, что они циничны, что они бесчеловечны. Но, извините, мы разрушили нашу родину, которая выполняла как взятый на себя интернациональный долг, например, в Афганистане, да, и которая подавляла бунты и восстания, например, в Чехословакии, в Венгрии.
Вот, потому что это нужно было не потому, что газ надо было качать, а потому что считали, что так было правильно. И мы добровольно вошли в ряд вот этих, такого, если по Валерстайну, да, политэконому, который не так давно покинул нас, американский, он просто четко выделял глобальное ядро капитализма, да, глобального, полупериферию и периферию. Вот. Российская Федерация была отброшена на полупериферию, Украина превратилась в полную периферию. И, конечно же, с этой точки зрения, это, имеется в виду инвесторов глобальных, да, которые это рассматривают, для этого это война полупериферии с периферией. Но просто так как периферии очень много, то ее, в общем-то, можно просто сжечь внутри этого конфликта. Поэтому, с моей точки зрения, ничего не то, что нового не происходит. Мы оказались в ситуации, в которой, например, Латинская Америка находится уже более 150 лет. Вот как оформился штатовский империализм в современном виде, это где-то конец 19 века, когда начались войны с Мексикой. Да? Фактически половина Мексики была отжата, то, что называется, в пользу США. Вот с тех пор все испытывают такого типа давления. Ничего нового в этом нет. Это старая имперская логика «разделяй и властвуй». И выйти из нее можно только одним способом, подчеркиваю, одним. Это научно-технический прорыв. И когда мы перестанем зависеть от технологий в первую очередь, технологий разного уровня, от финансовых технологий, то есть когда мы перестанем торговать через лондонскую, нью-йоркскую биржу и токийскую, как их филиал, да? Когда мы перестанем соглашаться с тем, что цены на наши товары, которые мы торгуем на мировом рынке, определяются биржевым путем, когда мы перестанем зависеть от посредников, глобальных именно торгово-финансовых, и когда у нас будет достаточный уровень именно, то, что называется, технологических переделов. Но наши оппоненты, именно глобальные, бледнолицые братья, за этим следят очень-очень четко. Вспомните, что произошло с корпорацией Huawei, когда она начала выдавливать на глобальном рынке, не только смартфонов, назовем вот так, телекоммуникаций. Вспомните, как конкретно против Huawei были введено неимоверное количество санкций, как отрезали его от глобального Гугла и всего остального. Потому что смартфоны – это же то, чем люди пользуются. Да? Это же на наших глазах происходило не так давно. А почему? А потому что корпорация Huawei, это не для рекламы, да, не для пользы. Просто я же интересуюсь. Она глубоко интегрирована, во-первых, с местными китайскими исследовательскими институтами, а во-вторых, корнями уходит в Министерство обороны Китая, да, именно НОАК, да, Национально-освободительная армия Китая. Вот. Им сразу все это рубанули, потому что там же были сервера, маршрутизаторы и связь глобальная. И они действуют так совсем, потому что задача глобальная в ходе этих войн оставить на предыдущем технологическом укладе. То есть ресурсы производите, чуть-чуть их перерабатывать, пожалуйста. А вот уже что-то выше, да, то есть уже производство каких-то станков, еще чего-то, нет, это вы делать уже не должны. Поэтому все эти войны глобальные, если говорить, они ведутся для того, чтобы люди, страны, общество не занимались развитием, чтобы они были заняты войной внутри себя. Как это работает, посмотрим на Мексику. Сколько лет уже эта страна занята войной внутри себя? Точно так же. Я не исключаю, кстати, что на постукраине, на базе этого химпрома, так называемого, прорастет свой наркокартель, который бросит потом вызов государству. Потому что денег уже много, людей, желающих, так сказать, воевать, тоже хватает. Опыта они сейчас будут набираться по всему миру. Не исключено, что химпром станет одним из субъектов внутренней политики будущей Украины. Поэтому схема понятна. Семен Сергеевич, сегодня такой
важный материал прошел в сети. Я бы хотел, чтобы мы его коснулись. Значит, украинским военным иногда приходится отнимать части тел товарищей на поле боя, чтобы семья могла их похоронить и получить выплаты за гибель, а погибшие бойцы не оставались в списках пропавших без вести. Это репортаж Daily Mail. Значит, мы понесли ужасные потери, и мы не всегда могли забрать тела погибших при отступлении. Однажды нам приказали отрезать ногу и руку родственнику командира бригады. Это должно было сделать, чтобы доказать, что он мертв, а не пропал без вести. И семья могла получить компенсацию. Я вижу такие вещи каждую ночь в своих снах, рассказывал недавно демобилизованный по состоянию здоровья украинский боец. Другой солдат обезглавил погибшего товарища, тело застряло в обломках под обстрелом, чтобы мать его друга могла понять, что ее сын действительно мертв, и похоронить хотя бы его часть по христианскому обряду. Daily Mail, понятно, да, можно там, это там сенсации, там ищут, вот это такое издание, но давайте будем откровенны. Последнее время вся вот эта пропаганда и все вот эти столпы, ваш профиль, да, столпы этой пропаганды, они вот подрываются какими-то вот такими вещами и лупят бумерангом да по башке. Я помню, когда был обмен тел, устроили же шоу. Вы помните? Шоу. А вот стоят тут эти... Все, значит, без масок, без перчаток, но вот выставили эти фрагменты тел и говорят, вот Россия нам не тех дала или там что-то еще. 3000 там на 30, ну там 1000 на 30, 1000 на 30, и так в среднем. И, понимаете, и вот тут Запад, этот же Запад, который как бы должен был, да, продолжать вот эту линию, она у него меняется. И мы узнаем вот такие ужасные вещи, о которых рассказывают только там друг другу в кругу каких-то знакомых, потому что если выходишь на уровень выше или там большую аудиторию, какую-то там коллектива на работе или еще где-то, все же должны быть потужными, все должны быть незламными. И этого много сейчас, это как один из таких примеров. Означает ли это катастрофу или перерождение в какую-то более совершенную модель вот этого строя на лжи? Я бы сказал, это если и перерождение, то это возрождение традиционной западной пропаганды по отношению ко всему постсоветскому пространству. Что здесь живут недолюди, которые страдают. Об этом, кстати, Турчинов написал книжку, малоизвестную. Там она, кстати, в форме сказки написана. Там, кстати, главный герой, это явно намек на Зеленского. Книжка написана в 2020 или в 2021 году. Мы ее с Дмитрием Юрьевичем Пучковым разбирали, да, где вот есть краина людоидов с намеком на Россию, да, и вот как бы мыло прекрасная Украина. Но это украинская пропаганда. Но чем дальше мы отодвигаемся на Запад, то мы увидим, что представление людей-дикарей, оно сдвигается. В Польше образ, так сказать, украинского зарабичанина, он уже давно стал... Сериалы уже снимают об этом. А дальше на Запад когда-то была легенда про польского сантехника. Это прям вот такой штамп был в печати, в интернете. Это начало 2000-х годов. Запад, эта модель пропаганды, она описывает вот эту про райский сад и джунгли. То есть нужно показывать, что на Востоке дикие дикари, варвары, и их ни в коем случае нельзя пускать, так сказать, в цивилизованное пространство. И поэтому я не считаю, что это произошел некий прорыв, потому что есть же пропаганда, там же у западной медиамодели есть рупоры, так сказать, правящих элит. Это надо следить за BBC, за такими ключевыми, там, в зависимости в Штатах, кто находится при власти, там, или Wall Street Journal, или New York Times.
А вторая часть западной пропаганды, она направлена на развлечение собственного Так это населения. развлечение. Конечно, конечно. Представляете, Это как такие же классно. рассказы про Открываешь африканских газетку, людоедов. да, а там вот ручки-ножки отнимают, родным отправляют. Это им как бы по приколу, это щекотит нервишки. Я всегда, кстати, Конечно, это точно так же, поражался. как в бельгийских зоопарках еще в 50-х годах 20 века были, ну, показывали людей, ну, то есть негров, имеется в виду, в клетках, и это всегда щекочет нервы. Гуимплен. Об этом прекрасное произведение «Человек, который смеется» Виктора Гюго, да, о том, как даже уродцев в Европе специально выращивали и производили. Ну, человеку свойственно, когда он видит, что кто-то страдает, но понимает, что страдает не он, ему становится немножко легче. Это, конечно, очень иезуитская модель пропаганды, но она работает. Ну, погодите, а зачем тогда украинцы выходят на митинги по всем странам Европы, выносят флаги, кричат, ругаются к тем, кто Я не против? думаю, что это выходят украинцы. Это как вот у вас тоже одна из собеседниц, наш там тоже, кто он там, экстремист или агент, не помню, Латынина. Вот. Она же четко описала про активистов. Это маленькая узкая прослойка, которая кормится с, ну, то, что называемые обобщенно грантоеды. То есть, это люди, которые лично заинтересованы в том, чтобы изображать. И они, собственно, играют на картинку, вот, наигрывают на нее. Это ничего не меняется. Вспомните, как в самом начале СВО они себя даже там красной краской рисовали, маркировали. Ну, а началось все изначально, я напомню, мы вошли в эту фазу. Я еще тогда помню, украинская интеллигенция рукоплескала. Помните такой феномен Фемин? Да? Они же прям блистали на этом фоне. Чего они только не творили. И казалось, и все это же в западной прессе представлялось как украинское женское движение, да, феминистическое. Но это же не было движение. Это было там 10-15 откровенно Сумасшедших. тронутых барышень, Да. да, но у которых был продюсер, который хорошо на этом зарабатывал. Вот. И схлопнулась эта история, только напомню, когда они уже перешли все грани, когда спилили же на Владимирской горке крест. Кстати, я не политический теолог, но где-то с этого момента все и покатилось, в общем-то, совсем в тартары. Это я просто напоминаю эту историю. Поэтому это все фемины. Вот те, кто выходит в Европах и на прочих канадийщинах, это все фемины. Зеленский заявил, что когда Россия не может добиться успеха на поле боя, она, в общем-то, ищет в Украине ядерное оружие. Его в Украине нет, к сожалению, говорит Зеленский, потому что вы понимаете эти обстоятельства. Как, как бы с чистотой понимания отнестись к вот этой волне поиска в Украине или предупреждения возможной поставки заряда, не знаю, там, боекомплекта, элементов для там, грязной, чистой, маленькой, большой, но некой эдакой бомбе? Ну, давайте вспомним, накануне СВО Зеленский же уже тоже сожалел о том, что нету ядерного оружия. Было же такое? Было. У нас это многие, ну, я помню, пропаганда по этому поводу очень сильно возбудилась. Какая-то часть, кстати, искала вот эту самую грязную бомбу в Гастомеле. Была такая версия. Ну, у нас есть такой интересный финансово-экономический аналитик Михаил Хазин. Вот. Ну, то, что касается финансов. А вот я помню, в начале СВО как раз у Дмитрия Юрьевича Пучкова был ролик, у него с ним беседа. Он прям раскладывал теорию, что в Гастомеле как раз и была подобная ядерная бомба. Это я не говорю, что это факт. Я просто напоминаю, что эта идея уже давно овладела частью, в том числе экспертных кругов. Потому что оно, ну, вот эта модель, да, то, что может получиться некое оружие, с помощью которого можно нанести, ну, невероятное поражение противнику, она витает давно.
И это не новость. И по большому счету, если говорить на уровне схемы, вторжение в Курскую область, рейд вот этот кровавый, это и был аналог ядерной бомбы. Не в смысле по факту поражения, да, но по типу своему, да, то есть некое ошеломляющее действие, которое должно переломить ход войны. Но оно не переломит никакого хода войны. Вот, потому что единственное, к чему это может привести, это привести к выходу на новый уровень эскалации. Ну а по поводу реальности появления чего-то вроде грязной ядерной бомбы на территории Украины, это вполне реально, но не потому, что Зеленский. Дело в том, что почему же я тоже и для себя, и для всех зрителей, почему я употребляю термин «пост-Украина». Потому что государственность разложена на множество разных субъектов. То есть спецслужбы уходят в одну сторону, там больше в Лондон, силовики в другую, олигархия в третью. То есть есть много центров принятия решений, вот, не считая семипосольщины, не считая получившего, я так понимаю, остатки, сохранившего остатки власти, но единственного старого олигарха Виктора Пинчука, который очень плотно завязан на глобалистов, на Лондон. Поэтому это может произойти помимо Зеленского. То есть это может произойти по линии спецслужб, которые он не контролирует де-факто. Это может произойти по линии каких-нибудь то, что называется националистических батальонов, как они сейчас, входящих в состав чего-то да. Мы же видели, как это работает. Вы тоже цитируете в своих программах, как этот так называемое братство, оно же в составе чего сейчас у нас? В смысле, Гура Буданова находится. Я почему оно говорю же самодеятельно Буданова, потому выпустило что этот... имеем право, да. Да. Вы же сами приводили пример. Они выпустили ролик абсолютно людоедский, который сами же удалили, да? Когда поняли, что они натворили. Это просто свидетельство того, что никакого централизованного управления нету. И поэтому, если кто-то поставит свою цель, себе цель затащить внутрь Украины грязную бомбу, он это сделает спокойно. И Зеленский это прекрасно понимает, потому что его же задача роль отыгрывать. Он же не восстанавливает государственность. Вернее, он ее целенаправленно разрушал все это время. Вот и все. Поэтому, если с точки зрения шоу, он все правильно отыгрывает. Это на языке политтехнологов называется «поставить прививку». Семен Сергеевич, шоу это, конечно, все прекрасно, но понимаете, в чем дело? Здесь же опять возникает вот такая штука, что воюют зеркало с зеркалом, да, или друг с другом. Сегодня Небензя говорит: я украинец, из казаков буду, да, то есть отец у меня казачьего роду, которому немає переводу. Ему Марьяна Бец, это поссорились при ООН, в Совете Безопасности. Так говорит: не украинец ты, вот это все. То есть вроде такая эпизодическая штука. А по итогу что? Голосование, 24 число, все как положено, все страны, давай им предложено проголосовать, чтобы война остановилась, чтобы вот это все такое, очень и очень такое пустое. Однако США воздержались, Венгрия воздержалась, Китай, Россия, Иран против. Причем это доходит до такого маразма, простите, что когда в России начинают ограничивать Телеграм, в Украине начинают ограничивать Телеграм, и наоборот. И вы видите, какая странная штука. Прям мотивация же одна и та же. Типа, хороший Телеграм, да, никто не против. Анонимность. Анонимность вызывает вопросы. А Дуров не идет на контакт. Россияне возмущаются, что с Россией не идет на контакт. А украинцы тоже приводят этот аргумент. Мы запросы даем в Телеграм, они нам не раскрывают врагов и негодяев. Поэтому анонимность является проблемой. А так сервис хороший, конечно. То есть нога в ногу, след в след идут фактически люди из одной колыбели. Да, и ссорятся между собой.
А, Как вы характеризуете этот момент в этой войне? Вот мы с этого фактически начали. Уже не Бензя украинец. У меня для этого есть формула давняя, что никогда мы не будем братьями, потому что мы сестры. Действительно, на уровне социальной архитектуры наших обществ, подчеркиваю, обществ, а общество состоит из людей, мы очень похожи. И похожи, кстати, и с Белоруссией, и с Казахстаном во многом похожи. Да? Но на уровне государств все-таки различия есть. Вот. И вот до тех пор, пока часть общества, именно пост Украины, не осознает, что государства там практически не осталось, то в этих иллюзиях проживать можно очень долго. У меня же в чем главный посыл и что я считаю трагедией, самой главной, украинской? В том, что государство там растворяется с каждым годом, начиная с 2004 года. Это как, ну вот если почитать историю, допустим, Афганистана 20 века, не только Афганистана, Югославии, ну стран, попадавших Сомали, ну Сомали для нас просто далеко, вот, очень сложно эти аналогии понимать, то общество в условиях захваченного и приватизированного государства может биться в агонии очень-очень долго, потому что ему можно создавать иллюзии. Иллюзии боротьбы, споконвічної, 300 лет. Ну, у вас вот Снежанна Егорова отлично это все напоминает в такой эмоциональной форме. Вот. Ну, понятно, она переживает, и женщина, и мать. Вот. Я не хочу просто на этом отдельно останавливаться. Поэтому общество у нас очень похоже. И, естественно, реакция каждого отдельного члена общества, она нормальная. Вот. И в России никто не стесняется из адекватных людей, если у него предки либо происходят из Украины, либо там из казаков, еще откуда-то. Это нормально, ну, всегда было. Вот в моем В Украине родном тоже городе не Новосибирск. стесняются. И Подождите, в Украине ну, сырские, в обществе русские. нет. Сырский, В обществе русский. нет. Нормально все себя ведут. Есть, видите, хорошие русские тоже, вот этот термин, который ввели. Да? Ну так вот мы пришли к выводу, что это гражданская война. В этом же мой изначальный тезис. У нас сегодня какая там 24-я, по-моему, беседа по счету. Я же настойчиво этот тезис отстаиваю. Это война гражданская. И как только мы осознаем, что это война гражданская, то нам нужно прийти к пониманию, что для победы в гражданской войне нужно в первую очередь вышвырнуть интервентов. Об этом мой любимый фильм «Интервенция» вот, с Владимиром Семеновичем Высоцким в главной роли. Посмотрите по пьесе Льва Славина. Это легендарный, это он принадлежит к этой одесской плеяде, как Юрий Олеша, как Ильф с Петровым, как Катаев, вот, старший брат Петрова, если кто не знает, который как раз «12 стульев» написал. И вот Лев Славин, он же, кстати, автор сценария прекрасного фильма «Два бойца», где Марк Бернес спел знаменитую песню, ставшую народной, даже две, «Темная ночь» и «Шаланды полные кефали». Да? И там же, вот там напоминаю, там одессит главный герой и Саша с Уралмаша. И вот у них об этом разговор, да, что Одесса под оккупацией, а твой Уралмаш как бы не под оккупацией. Как ты можешь меня понять? И об этом, в общем-то, весь фильм. И они оба защищают Ленинград. Я для чего? Нам наши предки, я просто постоянно это напоминаю, наши предки прожили подобную историю. У них это все было. И интервенция была одновременно в Одессе, англо-французская, в Мурманске была британская. На Дальнем Востоке была попытка американской и японской интервенции. В Средней Азии руками англичан действовали всякие эти самые, ну как их тогда, басмачи называли. Да? И пока мы с Британией не договорились, они бегали, ну об этом фильм «Белое солнце пустыни». Да? И интервенции всегда, когда происходит большая гражданская война, интервенты ползут отовсюду. И нам нужно осознать, что это большая гражданская война на территории некогда единой страны. А с точки зрения исторических процессов, вот эти 25-30 лет, которые прошли с момента краха
Советского Союза, это мгновение. Ну вот, это просто мгновение. А готовилось это задолго и давно. Наши оппоненты, бледнолицые братья, все это специально готовили. Я вот сегодня, когда готовился к нашей беседе, я же никогда не знаю, когда мои заготовки пригодятся. Мы же никогда ни о чем не договариваемся заранее, правильно? Я вам сегодня присылал, я сегодня как раз разбирался, издание под названием «Украинский вестник комбатанта». Он издается, представляете себе, с 1961 года. Причем он издается как? Торонто, Нью-Йорк. И вот, значит, я выкачал себе этот архив, чтобы рукописи не горели. И вот, значит, их первый выпуск, червень, Нью-Йорк, червень 61 года. Они с радостью сообщают о том, что, значит, выходит этот журнал. И вот там есть одна из статей о том, как вот эти вояки, вот, ну, бандеровцы в свое время, оказались в Британии. И вот смотрите, сейчас я процитирую статью вот Романа Дулинского из Нью-Йорка, грудень 1960-го, то есть, ну, декабрь, да? Британський парламент виділив спеціальну п'ятичленну комісію з генералом Макмілленом на чолі. І комісія перебувала в нашому таборі 2 місяці. Вона вела розмови з кожним 20 вояком, вивчала нашу психологію, спосіб думання і поступовання. Наші вояки не закривали своїх поглядів перед членами комісії. Зокрема, ясно висловлювалися на тему Совєтського союзника Західних альянсів. І от, свідоцтвом буде заява, я сокращенно, міністра внутрішніх справ Британії, виголошена в парламенті в 1949 році. І от що він говорить. З усіх національних груп, включаючи польський корпус генерала Андерса, що поселилися у Британії, українська група показала себе найбільш здисциплінованою, зорганізованою та моральною, і за 2 роки поселення не мало випадку злочину чи порушення права. І об'ясняє, як британцы разрешили им селиться в Канаде и, в общем-то, отправили. То есть сделали консервы. А у меня этот архив «Вестник комбатанта» с 60 по 2014 год. Ну, дальше как-то не удалось мне его найти. А вот в 2014 году, представляете, 60 лет, да, он издавался. А там они сразу первым делом издавалось, напоминаю, Нью-Йорк и Торонто. То есть США и Канада. Вот там статья «Украинская стрелецкая громада в Канаде». А вот 2014 год, да, вот только началось, так сказать, украинский кризис, выборы и война, значит, антитеррористичная операция у них отдельно, сыну треба 3 идти дали. Это кардинал Любомир Гузар, тогда еще живый, в общем-то, производит проповедь войны. Духовні провідники критикують Путіна, да, Далай-лама, значить, у Путіна вселився сатана, цитата патриарха Филарета. То есть с 61 по 2014 год шла одна и та же пропаганда гражданской войны, понимаете? 61 год, Советскому Союзу еще 30 лет жить. Они изначально работали на это. То есть они у себя в Канаде, в США собрали вот этих всех недобитков, проигравших сначала гражданскую войну 20-х годов, все эти, ну, УВО это было еще. Потом туда пришла вторая эмиграция, что, кстати, высмеяно в фильме «Брат 2», который оказался пророческим. Мы же помним, когда прилетает герой одного из братьев, да, кто его встречает в аэропорту, да, москальман и на земляк. Это в шуточной манере, но это ни разу не шуточное. А рукописи, подчеркиваю, не горят. Это гражданская война, Александр. Я почему на это делаю всегда акценты? Эта гражданская война заквашивалась очень-очень давно. И если мы не будем разбираться в хитросплетениях того, как эта война заквашивалась, то даже короткое перемирие ничего нам не даст. Это будет аналог Минских соглашений, некая передышка, ну, иллюзорная передышка. А потом, как покойный один из моих, так сказать, клиентов на Украине, Миша, все фигня, давай по новой. Вот нам такой хоккей не нужен. Ну вот мне, по крайней мере, точно не нужен. Я сомневаюсь, что если будет передышка, что кто-то опять вернется к войне.
Почему? Ну, потому что слишком большой шок, большой ужас, слишком, ну, многие поняли, что с ними могут сделать, что они могут сделать. Это ведь прежде всего, ну, страх самих себя и страх последствий дальнейших. Если кто-то думает, что это вот мы потренировались, например, в 14-м потренировались, да, а сейчас вот мы вот готовы уже, как готовы, сейчас вот мы можем. Сейчас 22-й год, потом 26-й, дай бог 26-й, да, что-то мы потренировались к чему-то еще большему. Нет, кажется, что дальше, ну, толку, понимаете, дальше воевать. Это вы рассуждаете из позиции человека, который не выгодоприобретатель от этой войны. А вы поставьте себя на место, попытайтесь. Притулы, Стерненко. Конечно, приличный человек не должен эти фамилии упоминать, но для чистоты понимания надо. Да? Белецкого, который, я напомню, сидел в тюрьме за организацию покушения на вьетнамского бизнесмена в 2014 году. Эти Россию люди любил. без войны никто. Никто. Вот. Эти люди без войны никто. Или еще мой любимый персонаж, он сейчас куда-то пропал, помните? Он же севастополец вообще. Тезка мой, Семен Семенченко. Помните? Ну, его там Кто садили, это там был? что-то, да, с ним. Никто. Он никто. Ну, посадили, за все это время получили наказания только одни. Это батальон так называемый «Торнадо». Вот, откуда он? Из Шахтерска, если я не ошибаюсь. И то его запрессовали только потому, что он был не местный, да, то есть он не был интегрирован с структурами, потому что Айдар никак не пострадал. Ну, тот, кто грабил часть Луганской области подконтрольной Украине. А это были такие залетные. Ну, то есть Шахтер с ДНР, у них никаких подвязок нету. Их тогда образцово-показательно запрессовали. А всех остальных не тронули. И все участники налета на Мариуполь, это же прям было в прямом эфире, что там творил Лешко со своими подельниками 9 мая. Они просто убивали полицейских на месте. Понимаете? Поэтому я не то чтобы не согласен с тем, что люди в шоке и не хотят продолжения. Конечно же, общество испугано и не хочет никакого продолжения. Но пока есть вот эта прослойка, а по моим прикидкам это 10-15% общества постукраины, ну, где-то так, как показывает социология, давняя. Я вот в первом томе украинской трагедии это разбирал, то есть начиная с 2000-х годов. А кто вот эти вот желающие войны с сепарами и, соответственно, с Россией? Это 10-15% от региона к региону различия. Их нет сейчас силы, которая может их заткнуть, понимаете, посадить. Кто посадит Белецкого, скажите? Подождите, так А туда же еще получается, ломанулась Шушера со всей страны. получается Советского Союза имеется. денацификация профукана. И наоборот, войной привели к не денацификации, а к еще большей нацификации. Ну, это я в терминами Путина говорю 22 года. Война всегда усиливает нацификацию, конечно. Вот, это неизбежно. То есть денацификация прошла только в ряде регионов, которые перешли под контроль. Ну, в частности, сбежали все. Вот, в том же Мелитополе, где я там и бываю, и частенько на связи с местными. Подрывают до сих пор люди, что-то продолжается. Поэтому денацификация – это, знаете, такая цель, которая может быть подлинно достигнута только тогда, когда будет либо добровольно, либо принудительно взята под контроль вся территория, где бегают вот эти, так сказать, электрики. Вот. А они бегают по всей территории пост-Украины. У нас же тоже происходят очень странные процессы. Что произошло с главой этого, у нас такой был Эспаньола в России, да? Вот. Странные были люди вокруг него крутились, да? Что-то там было, какое-то задержание, и краткой новостью прошла событие, но потом в одном из центральных храмов отпевали. Я не знаю, что произошло, да, но очень такое что-то подозрительное, да. Поэтому денацификация – это настолько глубинный процесс, настолько глубинный, что мы к нему еще даже не начали подходить. Но для того, чтобы к нему подлинно подойти,
нужно сначала все законодательные акты, которые открывают возможности для нацификации. Их надо просто отменить, либо запретить. Вот. Ну, это касается и церкви, и языка. То есть, мы же много раз разбирали, что нацизм – это вечное унижение одной части общества другой части общества. Вот надо законодательные основы для подобного унижения нужно ликвидировать. И только тогда мы подойдем к началу денацификации. Конечно бы мне хотелось, и я все время, пока жил, работал на Украине, я все время на этом делал акценты. Поэтому мне не стыдно. Я статьи мои 4-го года, и 5-го, 6-го, и дальше вот. Они об этом, что если это не остановить, и когда началась голодоморизация, у меня уже тогда волосы становились дыбом. Конечно же, мне было там 25-26 лет, я был заточен на то, чтобы деньги зарабатывать. Но общаясь, например, с великим одесситом Григорием Витальевичем Кваснюком, вот, это лом своего времени, которого вечно пытались там судить и прочее, за его знаменитые фразы «нацики, поцики, припоцики». Вот. Он еженедельно выходил с программой «Правда», и тогда это еще было телевидение, но он есть и в интернете. Вот. Более того, мы сделали с добровольцами, коллегами отдельный телеграм-канал «Правда» Григория Кваснюка, чтобы вот эти таблетки для памяти 20-летней давности принимать и не забывать. Так он криком кричал, Григорий Витальевич. Вот. Все, и когда в Одессе убили, там такой был Максим Чайка, я не знаю, помните, не помните, вот, была история, когда подрезали в баре якобы какая-то антифа, хотя никто особо не слышал про эту антифу. Вот. И из этого Максима Чайки сделали Хорста Весселя. И первый раз привезли вот эти персонажи братства, которые вы цитируете, интегрированные в систему силовых структур. Они тогда попытались на Александровском проспекте в Одессе сделать шествие возле этого бара. Вот. Тогда они еще первый раз могли получить со стороны общества. Но понимаете, когда вот эти нацистские... нацизм, понимаете, это штамп. Вот. Это ОПГ. Мы тоже это многократно разбирали. Это ОПГшная философия. И когда вы ОПГ пустили внутрь силовых структур, все, капец. Начался бандитский Петербург. Смотрите, Помните, да? Как... Да, то есть ОПГ, но, Семен Сергеевич, Патон в чем виноват? Патон, академик. Чем виноват Патон? Вы как исследователь украинского, давайте я не буду говорить нацизма, давайте националистических веяний. Но вот можно было все понять. Слушайте, тут уже, теперь уже, я помню, например, это воспринимается как передергивание, все-таки, и где-то есть отчасти передергивание. И Путин, помните, говорил, денакоммунизация, мы сейчас вам покажем, что такое декоммунизация. И начали вот это лупить по этим объектам, которые строили при Советском Союзе. Но тут есть хотя бы что возразить, потому что строили как раз украинцы. Тоже украинцы, не советские, но украинцы и предки, и они строили. Поэтому тут такой момент. Но Патон, и когда там говорят, возьмите, откажитесь от метро, например, его же советская власть построила, или там каких-то других объектов, да, тут можно что-то, но Патон, простите, тут уже ничего не возразишь. Давайте этот мост в Киеве, который не могут до путя отремонтировать в аварийном состоянии, сносите ее, стройте новое, ходите по Воскресенскому, что Кличко вам построил. Это агония социально-культурная. Потому что, когда ты не можешь победить врага объявленного, ты начинаешь бороться с его пособниками внутри. А так как борьба с исторической памятью поставлена на Украине на поток, с голодоморизацией все это началось. Хотя началось все это намного раньше. Была такая книга, она внезапно появилась в начале середины 90-х во всех книжных магазинах Украины тогда, «Путь ариев», «Шлях ариев». Написал ее Юрий Каныгин, кстати, земляк мой из Новосибирска. Я еще тогда был подростком, школьником, но я был сильно политизирован всегда. Я открывал, и у меня волосы дыбом становились. Какая дичь. То есть сначала часть общества, которую потом нацифицировали, убедили в
своей избранности арии, ну, была смешная шутка одного из губернаторов Львовской области, как это арии и аграрии вышли на поля. Вот. Ну вот арии, короче, союз ариев и аграриев, он, в общем-то, привел к одебиливанию небольшой части общества, которую нужно было постоянно кормить какими-то перемогами над врагами, или внешними, или внутренними, или над сепарами, или над чем-то. Но так как победить не особо демонстрации происходит, будем бороться, побеждать у кого? Символические фигуры. Это, кстати, как, например, после революции, по-моему, февральской, до октябрьской, зачем-то в Москве напротив мэрии Тверской раньше же стоял памятник генералу Скобелеву, легендарному, который освободитель Болгарии, который присоединение Какарского, Хивинского ханств Южной Киргизии, там известные истории. Я бывал на горе Салайман-Тоо в Оше, в Киргизии, и там вот видно как раз те места, где Скобелев, это уже дорога в Индию. Вот. Зачем-то его взяли и снесли, потому что он был белый генерал, в истории он вошел как белый генерал. Хотя он был противник в этом смысле даже во многом царской власти. Там ходили легенды, что Скобелева отравили, потому что он молодым очень умер. Да? Но это был прям вот как Суворов своего времени. А о нем, кстати, вот этого нашего иноагента Чхартишвили, Акунина и «Турецкий гамбит», и еще есть вторая книга, забыл, как называется, именно о его смерти, как там якобы его убили. Люди, толпа, зачем-то снесла памятник Скобелеву. Он же вроде не царь, потому что его брендировали как белый генерал, они это снесли. Стоял бы сейчас прекрасный памятник на Тверской, его нет. И вот здесь то же самое. Вот эта часть, она тронутая, она реально это ненормальные люди, не очень адекватные. И их нужно постоянно кормить. Это как людоеды, которых нужно постоянно кормить человечиной. И хочешь ты или не хочешь, им надо кого-то скармливать. Или Сепара, или Патона. А так как все уже почти закончились, Пушкина ж в Одессе уже заколотили, Екатерину уже перенесли. Еще удивительно, я не знаю, в Киеве еще раз держится, не держится. Были же разговоры. Сняли. Вы что? Сняли? С конем, Суворова в Суворовском районе Одессы, понимаете, сняли. Все. Дальше, так сказать, как в анекдоте, до мышей. Наступил этап уже и Патона. Да, друзья, всем большое спасибо, что голосуете в нашем опросе. У нас не так много времени сегодня, поэтому в режиме Блиц давайте несколько вопросов, буквально 3 штуки. Я считаю, что они интересны в контексте продолжения просто разговора. Семен, что вы думаете по поводу воронки войны? В нее втянули уже комиков. Дорохов, Мусагалиев, Сабуров. Почему? Это неизбежная история про накачку ненависти. Потому что те, кто вы назвали комиками, они долгое время, сейчас конкретно про Сабурова, если говорить, да, они долгое время пытались ни тут, ни там, и нашим, и вашим, как-то пропетлять, да. Но война – это такой процесс, когда тебе нужно либо самоопределяться, либо, как нас учили предки, когда говорят пушки, то музы молчат. Поэтому, если творческому человеку нужно либо самоопределиться, либо закрыть рот и молчать. И писать, например, в стол. Как Нагиев. Замолчал, дает себе курс, давал себе курсы актерские, потихоньку только сейчас проявляется. Хотя он против войны. Это читалось изначально и против всего. Уважаемый Семен, год назад в «Чистоте понимания» с гостем Васильевым была озвучена мысль, что сердцем Украины является Днепропетровская область, и без нее установить контроль над Украиной невозможно. Что вы думаете об этом сейчас? Какая судьба ждет в дальнейшем? Тут, так сказать, двух мнений быть не может. Днепропетровская область наравне с Донецкой – это была основа экономического вообще всего процветания того, что мы, той старой Украины, да. И поэтому тот клан младо-днепропетровских, которых, обратите внимание, Одесского клана не образовалось, Харьковского не образовалось, чтобы взять власть в рамках всей страны. Даже Львовского не образовалось, они отдельно, так сказать, просачивались. А Днепропетровский клан в результате власть взял. Но он сделал ошибку. В 2014 году они поддержали
гражданскую войну для того, чтобы уничтожить клан Донецкий. То есть они Между собой. назло маме отморозили уши. Да, между Ну или, собой. так сказать, подожгли хату, чтобы власть сохранить. Ну, вот. Почему, спрашивает пользователь, в 2014 году Владимир Владимирович принял решение вывести Януковича, а не рекомендовать ему погасить собрание на Майдане? Это надо спрашивать Владимира Владимировича и Януковича. Я могу рассказать только из своей истории. Да? Вот когда случилась вся история, я проехался весной. Это когда было междувластие. Да? То есть Порошенко еще не избран, Януковича уже нет. Я проехался по своим заказчикам, клиентам, кандидатам. Это был Харьков, Одесса, Днепропетровск, Крым. Вот, еще чуть-чуть заглянул там, между Николаевым и Херсоном. Ну, вот в Харькове у меня был разговор, не буду сейчас говорить с кем, чтобы там не подставить, не цитировать. Но на тот момент высокопоставленными людьми, к которым приехал Янукович. Мы же помним, что в 2014 году Янукович сначала в Харьков приехал, да? И там же даже были попытки что-то собрать. И вот по свидетельству людей, которые его принимали, сначала произошла, так сказать, большая встреча в малом кругу. И она это на базе как раз гольф-клуба вот, в Харькове. Кстати, сейчас, по-моему, разбомблен. Вот. И ждали на следующий день, что приедут уже из всех соседних восточных областей, вот, в том числе силовики, влиятельные люди, губернаторы. И они таки собрались на следующий день. И приехали, а Янукович, он тогда с Пшонкой везде, по-моему, путешествовал. Вот, он куда-то свинтил, никого не поставив в известность. Почему это произошло, для меня до сих пор загадка. Но с моей точки зрения, еще тогда, это получается февраль, в Харькове 2014 года он выбрал путь беглеца. А если у человека выбрал путь беглеца, то ему волю привить невозможно. Ну а как, если он уже выбрал этот путь? Поэтому он бы мог сопротивляться еще начиная с Харькова, и никакой Путин ему был не нужен. Я напоминаю, что там тот же Беркут, силы МВД, вот, внутренних войск и прочего, они были так или иначе на его стороне. Но он решил натеревать 100 рублей в тавтыкты. Это, так сказать, суверенный выбор. Да, друзья, сегодня вот такой формат, но мы с Семеном часто встречаемся, да, поэтому, извините, вопросов много не прозвучало, но тем не менее, это очередной повод в следующий раз найти нашу встречу и все-таки задать свой вопрос. Спасибо большое, что уделяете внимание, и спасибо за то, что пишете, подписываетесь и комментируете. Семен Сергеевич, спасибо за время и мысли. Спасибо, до новых встреч. Берегите себя, добра и света. Увидимся.